Ты слушаешь Радио Мария. «16 февраля. Прямой эфир главных новостей Израиля на Радио Мария. Здравствуйте. Мы начинаем. Главные новости Израиля. Слушай на Радио Мария. Весь день 15 февраля и до ночи 16 февраля в нескольких населенных пунктах Верхней Галилеи, недалеко от границы с Ливаном, звучала сирена «Цева Адом». Террористическая группировка Хизбалла совершила несколько атак на север Израиля с использованием начиненных взрывчаткой дронов. Пострадавших не было. Главные новости Израиля. Министр обороны Израиля Йоав Галлант говорит, что военные усилили свои атаки против Хизбаллы. Мы можем атаковать не только на 20 километрах от границы, но и на 50 километрах, и в Бейруте, и где угодно. Мы не хотим дойти до такой ситуации, мы не хотим вступать в войну, а скорее заинтересованы в достижении соглашения, которое позволит безопасно вернуть жителей Севера в свои дома. Но если выбора не будет, мы будем действовать, чтобы вернуть жителей обратно и создать для них соответствующую безопасность. Это должно быть ясно и нашим врагам, и нашим друзьям, заявил министр обороны Израиля Йоав Галлант. Представитель ЦАЛЯ Даниэль Агари комментирует, что военные задержали десятки подозреваемых в терроризме в больнице Насер на юге Газы. ЦАЛЬ проводит обыск в больнице после получения разведывательной информации о том, что ранее там содержались заложники, и что в медицинском центре все еще могут быть спрятаны тела заложников, которые не выжили. По словам Агари, среди задержанных в больнице водитель машины скорой помощи ХАМАС, участвовавший в нападении 7 октября, а также еще двое боевиков, которые признались в участии в нападениях на Израиль. В ЦАЛе добавляют, что у ХАМАСа есть командный пункт, комплекс разведки и допросов, а также полицейский участок в больнице. Армия обороны Израиля публикует кадры допроса захваченного боевика ХАМАС. Он утверждает, что в больнице Насер содержалось по меньшей мере 10 заложников. На этой неделе израильская военная разведка разослала израильским лидерам документ, предупреждающий, что даже если ЦАЛю удастся ликвидировать ХАМАС как организованную военную силу в секторе Газа, он выживет как террористическая или же партизанская группа. Об этом сообщает 12-й телеканал израильского телевидения. В документе, составленном исследовательским отделом военной разведки ЦАЛя, говорится, что сохраняется настоящая поддержка ХАМАСа среди жителей Газы. Учитывая, что не предпринимается никаких практических усилий по реализации плана для Газы на день после войны, в документе далее предупреждается, что Газа, цитирую, станет районом глубокого кризиса. Конец цитаты. Представители ЦАЛя пока отказались комментировать материал 12-го телеканала. Главные новости Израиля. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас заявил, что палестинская автономия готова выполнить свои обязательства в отношении сектора Газа и готова сделать это немедленно, но после прекращения агрессии против нашего народа, говорит Аббас, имея в виду жителей Газы. Комментируя сообщение о том, что администрация США, возможно, близка к плану создания палестинского государства, Аббас добавляет: «У нас было несколько встреч с высшими должностными лицами США, включая госсекретаря США Энтони Блинкена, советника по национальной безопасности Джейка Салливана и директора ЦРУ Уильяма Бернса, и все они заверили нас в своей приверженности решению проблемы двух государств и поддержке мирных усилий, основанных на международном праве». Аббас сожалеет об отсутствии израильского партнера по мирному процессу, утверждая, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху стал, цитирую, «помехой мирному процессу».
По словам Аббаса, палестинское государство, включающее Западный берег и сектор Газа вдоль границы 1967 года с Восточным Иерусалимом в качестве столицы, должно сначала получить полноправное членство в ООН посредством резолюции Совета Безопасности, после чего должна состояться международная мирная конференция с гарантиями и четкими сроками, добавляет Махмуд Аббас. Согласно сообщению в Вашингтон-Пост со ссылкой на официальных лиц США, а также арабских стран, США могли бы объявить о проекте признания государства Палестина с четкими сроками в ближайшие несколько недель, хотя сроки во многом зависят от соглашения о приостановке боевых действий в секторе Газа. После сообщения в Вашингтон-Пост о том, что США и арабские союзники готовятся представить план, включающий четкие сроки создания палестинского государства, Израиль заявил, что сейчас не время обсуждать планы Хамаса. Цитирую: «Здесь, в Израиле, мы все еще переживаем последствия резни 7 октября», прокомментировал на брифинге представитель канцелярии премьер-министра. «Сейчас не время говорить о подарках для палестинского народа, в то время как сами палестинские власти все еще не осудили резню 7 октября. Сейчас настало время победы, полной победы над Хамасом», прокомментировал представитель канцелярии премьер-министра Израиля. Главные новости Израиля. Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир присоединяется к министрам правительства, которые гневно реагируют на сообщение о плане США признать палестинское государство уже в ближайшей неделе в рамках мирного плана. Цитирую: «Намерение США вместе с арабскими государствами создать террористическое государство рядом с государством Израиль является бредовым», говорит Бен-Гвир. После 7 октября стало яснее, чем когда-либо, что давать им государство запрещено. Пока мы находимся в правительстве, ни одно палестинское государство не будет создано, добавляет Бен-Гвир. Почти 1400 человек были лишены жизни, а мир хочет дать им государство. Этого не произойдет, пишет Бен-Гвир в соцсети X. Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич также отвергает план США представить в ближайшие несколько недель рамочное мирное соглашение между Израилем и палестинцами, которое бы признало бы палестинское государство. Цитирую: «Мы никогда ни при каких обстоятельствах не согласимся с этим планом, который по сути гласит, что палестинцы заслуживают награды за ужасную резню, которую они устроили против нас», добавляет Смотрич. Палестинское государство представляет собой экзистенциальную угрозу государству Израиль, как это было доказано 7 октября. Смотрич говорит, что он потребует, чтобы Кабинет безопасности на своем заседании принял решение о том, что он выступает против создания палестинского государства, и он ожидает явной поддержки этого шага со стороны премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац раскритиковал заместителя генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатора чрезвычайной помощи Мартина Гриффитса за то, что он сказал в интервью Sky News, что Хамас не является террористической группировкой. Цитирую: «Да, конечно же, как вы знаете, это политическое движение», заявил Мартин Гриффитс. Гриффитс сделал эти комментарии в ответ на вопрос о том, реалистично ли требование Израиля о том, чтобы Хамас никогда не был больше частью будущего правительства. «Позор ему», пишет Кац в соцсети X на английском языке. На иврите же Кац в соцсети X написал более резкое послание. Цитирую: «Организация Объединенных Наций каждый день достигает нового минимума. Мы уничтожим Хамас с ними или без них», обещает министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац. Главные новости Израиля. Законопроект, запрещающий агентству ООН по делам палестинских беженцев действовать на территории Израиля, прошел предварительное чтение в Кнессете. Цитирую: «Агентство ООН служит платформой для разжигания и воспитания ненависти к Израилю и причинения вреда его еврейским жителям.
В школах, которыми управляет агентство ООН в Иерусалиме, изучаются антисемитские материалы, а учебники прославляют террористов, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Роль агентства заключается в том, чтобы иметь дело только с палестинскими беженцами. Это означает, что у него нет возможности предоставлять какие-либо услуги на территории государства Израиль. Конец цитаты. Чтобы стать законом, законопроекту еще предстоит пройти комитет и 3 дополнительных чтения на пленуме. Напомню, что Израиль обвинил 12 сотрудников агентства ООН по делам палестинцев в участии в нападении Хамаса на Израиль 7 октября. А на прошлой неделе Цааль показал центр обработки данных Хамаса, который был расположен прямо непосредственно под штаб-квартирой агентства ООН в секторе Газа. Египет не хочет беженцев из Газы. The Wall Street Journal сообщает, что Египет строит обнесенный стеной комплекс недалеко от границы с сектором Газа, который должен принять большое количество палестинских беженцев. По мнению аналитиков по безопасности, этот шаг Египта вызван опасениями, что операция Цааля в Рафиахе приведет к потоку большого количества жителей Газы в Египет. Чиновники в Каире комментируют, что в комплексе смогут разместиться более 100 тысяч человек, и он будет окружен бетонными стенами и будет находиться на большом расстоянии от любого города или же населенного пункта в Каире. Продолжаем главные новости Израиля в прямом эфире на радио Нария. Нашей радиостанции нужна ваша поддержка. Поддержать радио Нария очень просто. Поставьте лайк этому видео, напишите свой комментарий, а также не забудьте подписаться на наш YouTube-канал. Спасибо нашим спонсорам, их имена вы сейчас видите на своих экранах. Также напомню, что на наш YouTube-канал и на нашу радиостанцию осуществляется атака недоброжелателей. Чтобы не потерять связь с нами, подпишитесь и на наш резервный YouTube-канал. Ссылка на него будет в первом закрепленном комментарии под этим видео. Правда, которую мы говорим, многим не нравится. Спасибо, что вы с нами, а мы продолжаем. Главные новости Израиля. Продолжается следствие по так называемому делу фейкового военного. Мужчина, переодетый в военную форму солдата Цааля, прибыл на юг Израиля 7 октября после нападения террористов Хамас. Он представился военнослужащим армии обороны Израиля. Благодаря этому ряженый солдат получил доступ к секретной информации высокого уровня секретности. Обвиняемому инкриминируется шпионаж, получение чего-либо обманным путем при отягчающих обстоятельствах, предоставление конфиденциальной информации, проникновение на военную базу. Из подробностей, которые было разрешено сообщить в обвинительном заключении, описывается цепочка событий с момента его появления 7 октября до ареста 15 февраля. Подсудимый фотографировал солдат, которые присутствовали на определенной базе, а также военные документы. В последующие дни он продолжал знакомиться с секретной информацией, встречался с офицерами подразделения, собирал в своем блокноте множество разведывательных материалов и делал различные записи. Мужчину отправили на психиатрическую экспертизу, где было установлено, что он не способен предстать перед судом. Сам же обвиняемый настаивает на том, что он здоров и готов отвечать перед правосудием. Добавлю, что фейковые солдаты в последнее время все чаще появляются на улицах Израиля. И если в предыдущей истории псевдосолдат зашел очень далеко, то некоторые мужчины в военной форме используют ситуацию в стране, чтобы, например, бесплатно покушать или же получить бесплатное жилье, рассказывая истории, что они только что вернулись из Газы и жить негде. Если вы увидели таких псевдосолдат, пожалуйста, сообщите в нашу редакцию. Главные новости Израиля. Это были главные новости Израиля. Спасибо, что слушали и смотрели нас. Уже в воскресенье, 18 февраля, в 6 часов утра по Иерусалиму, мы снова с вами в прямом эфире. Шаббат шалом. До встречи.